этом видео мы разбираем сделки, которые были вчера. Очень активный день. 1 убыток, 2 профита. Шикарные движения были по криптовалюте. Биткоин прорвал зону сопротивления. Сейчас разберем, что там было, какие сигналы. Потом Dow Jones индекс обвалился от своих самых высоких значений. Пробил 40 тысяч обратно. И там тоже был сильный тренд вниз. Сейчас его разберем. И евро-иена, валютная пара, там были в начале дня вчерашнего попытки прорваться вниз, но я немного поспешил и получил лосс. В общем, сегодня план такой. Мы разберем технико-тактические моменты торговли, мы разберем психологические некоторые аспекты, откуда вообще обычно приходят убытки, из какого состояния трейдера, да, психологического. Ну и посмотрим на мои сигналы, сделки. В общем, такой будет у нас комплексный обзорный тренинг, который вы любите. Ну а если вы хотите подключиться к моим алгоритмам, то ссылку я оставлю под этим видео. Проходите и подключайтесь, увидимся на онлайн-торговле. Итак, начнем мы с вами с первой сделки, которая была вчера. Евро-иена, валютная пара. И весь мой торговый процесс, он выстроен в определенную линейку обычно. То есть есть первое, что должно произойти, второе, третье и так далее. Но иногда этот процесс немножко нарушается. И нарушаю его я в первую очередь. То есть я вклиниваю между вот этими условиями, которые должны быть, чтобы я торговал тот или иной рынок, ту или иную пару. Я вклиниваю что? Свое собственное мнение, свое собственное видение, или как я это, скажем так, понимаю. Да? То есть как я понимаю, что, например, вот евро-иена сейчас, наверное, еще больше вниз пойдет. То есть я начинаю избыточное, излишнее значение придавать своим собственным ожиданиям относительно того, что сделает рынок дальше. То есть я переключаюсь из текущего момента туда, в будущий момент. Понимаете, да? И пытаюсь опередить события и придаю вот этому, скажем так, ожиданию, что вот сейчас, например, евро-иена, все, она пошла, там sell, избыточное значение, и появляется FOMO, страх упустить возможность. И вот на этом страхе ты действуешь. На этом страхе иногда действую я. К сожалению, от этого на 100% уйти нельзя. И вот евро-иена, пример вчерашнего дня, 10 часов утра, все, понедельник, начинается торговля, открывается рынок, резко интенсивное движение вниз, я такой, оп, и здесь номер один моя ошибка, которую я, если перестать ее допускать, результаты вообще наверх улетают. Никогда не смотри на график, пока тот или иной символ не появился на твоих радарах. Потому что первое правило, как я нахожу рынки, чтобы торговать. Вот как я понимаю, что сейчас мне торговать из вот этих всех символов. Или, например, если мы возьмем сейчас рынок акций РФ. Там 150 акций, на которые в моменте мне нужно посмотреть, чтобы оттуда найти сигнал. Как я это могу сделать? Только с помощью роботов-советников. Я недавно написал на сайте статью по тренд-сканеру. Посмотрите, там подробно я раскладываю, как он работает и что он дает трейдеру. И почему использование тренд-сканера может привести трейдера к дисциплине, в первую очередь, а потом к прибыльной торговле. То есть через постоянно одинаковые картинки, то есть мы видим одно и то же, действуем одинаково. Видим одно и то же, действуем одинаково, приходим к профиту. Ну, по-другому в трейдинге не бывает. Нет успешного трейдера, который делал бы постоянно разные вещи и оставался бы в плюсе, правда? То есть всех трейдеров успешных объединяет то, что они делают одно и то же, одинаковым образом, на постоянной основе. И очень они хорошие риск-менеджеры. То есть они очень хорошо справляются с рисками, с эмоциональным давлением и так далее. Поэтому ссылка тоже под этим видео на статью, почитайте, и если вы почувствуете, что это то, что вам нужно, подключайтесь. Теперь, евро-иена не было на тренд-сканере в понедельник, но я начал сам смотреть рынки. Вот это ошибка, очень большая ошибка. Раньше у меня не было алгоритмов, и я привык это делать. То есть я брал вот так обзор рынка и пошел. Там золото, нефть, что там происходит? О,
Евро-иена пошла, например, да? То есть вот такие вот вспыльчивые, резкие, эпизодические вот эти вот нахлесты какие-то. Но если вы меня понимаете, ставьте лайк. Если вы меня не понимаете, ничего страшного нет, тоже ставьте лайк. Так, авансом, потому что потом вы меня поймете, если вы новенький трейдер. Так вот, не было сигнала, я начал придумывать сделку, и я взял частично из своей стратегии системы правила, но основную сделку я придумал. То есть вот рынок упал, и в моей концепции торговли предполагается, что если рынок обвалился, должна быть коррекция, и тогда должна быть коррекция, и тогда sell. Да? Коррекция куда? К черным, вот сюда, к черным точкам волатильности. Супер. И вроде как я продаю от черных точек, вот здесь sell. Но здесь допущены несколько грубейших ошибок. Ошибка первая. Этого символа не было на радаре. Не было на тренд-сканере. Ошибка номер 2. Даже если ты здесь принимаешь решение, предположим, то когда ты торгуешь на коррекции, это правило для всех и для вас тоже, когда мы торгуем на коррекции, мы хотим увидеть подтверждение в той зоне, где мы хотим продать. Ну, скажем, вот эта зона sell. Да? В этой зоне sell мы хотим увидеть поведение цены определенное, которое указывает на то, что мы здесь можем войти в шорт. И какое это поведение цены? Мы хотим увидеть, это базовый паттерн, базовое правило. Мы хотим увидеть хотя бы первую свечу, которая телом закроется ниже минимума вот этой предыдущей свечи. Скажем, вот мы вошли в зону. Есть ли здесь хоть одна черная свеча, нисходящая, которая телом ниже закрылась предыдущей свечи? Нет, такой свечи здесь нет. Вот. То есть это еще один, скажем, камень в огород моей поспешности, моей предвзятости, моей эмоциональности. И вот еще такой момент, что когда в начале сессии только открываешь график, у тебя вот может быть вот такой вот... ты чрезмерно бодрый. Бывает такое. То есть ты чрезмерно наполнен вот готовностью торговать. И это может сыграть против тебя. То есть тебе может в моменте не хватить терпения, ты открыл график, так, все, понедельник, я работаю, что там, да? И вот каждый раз, когда я это делаю, опережая события, ну, у меня такое тоже бывает, я же не идеальный, я получаю лоссы. Хотя это копеечный лосс, потому что здесь всего лишь одна позиция, здесь нет каких-то гигантских стопов. Да, я никогда не двигаю стоп в убыточную сторону. Никогда за последние несколько лет такого не было ни разу, чтобы я взял стоп, который изначально поставлен по правилам, и подвинул его выше. Ну вот, может быть, цена все-таки пойдет в мою сторону. Никогда. За последние несколько лет такого не было. Я просто не мыслю, как это можно. Ну, у меня просто даже рука не поднимется это сделать. Даже в самом худшем психологическом состоянии это просто невозможно сделать. Просто принимаешь лосс и все. Более того, иногда бывает, мне удается распознать на раннем этапе то, что я накосячил. Да, но обычно, если ты косячишь, то ты косячишь до конца. Ну, то есть, вот начинаешь действовать предвзято и до конца действуешь предвзято, пока лосс не получишь, пока тебя так да, не вернешься опять. Но это нормальное явление абсолютно. Еще раз, одно из, скажем так, правил успешного трейдинга – учись работать в условиях эмоциональной, да, этих вот перепадов, учись работать с этим, учись быть сфокусированным, даже несмотря на то, когда у тебя что-то не идет, да, понимай, когда ты не можешь сделать деньги на рынке, да, когда торговля не идет. Это вот убытки, на самом деле, основные на рынке приходят от, когда ты путаешь газ-тормоз. Все. Когда надо, вот все идеально, все идет, торговля идет, ты почему-то начинаешь осторожничать, тормозишь. Да. А когда, наоборот, торговля не идет, флэт на рынке, или у тебя какие-то лоссы, ты пытаешься торговать, отыграться, жмешь на газ. То есть перепутал газ-тормоз, все. Вот стоит один раз перепутать, это может к большим потерям привести. Понятно, что если какие-то локальные, да, такие моменты, эта херня ни на что не влияет. Но если ты прям попал, да, в день, когда торговля не идет, или рынок слабый, и ты пытаешься там толкать, да, свои идеи какие-то продвигать, свои мысли, и торговать, и рисковать, то это, естественно, ведет к убыткам. В общем, основной посыл сегодняшней нашей встречи и сегодняшнего видео в том, что первое, придерживаться, да, того, что у тебя объективно. Потому что очень часто наше внимание могут захватывать какие-то
обстоятельства на рынке, которых в нашем шаблоне поведения или в наших правилах нет, но в моменте нам показалось, что это очень круто. Понимаете? Это вот удивительно, как раз... полегче. Раз там захватило что-то твое внимание, и все, и не отпускать, как будто вот евро-иен. А смотришь на радар, его нет. Поэтому первое, как я нахожу ситуации прибыльные, это с моих радаров. Да, это очень-очень важно, потому что если их на радаре нет, то значит вероятность заработать очень низкая. Но еще раз, я не робот, я не идеальный трейдер. У меня своих косяков хватает, но с годами я научился с этим работать, это преодолевать. И когда торговля идет, добавлять, то есть жать на газ, когда не идет, наоборот, да, немножко придерживать, да, коней. Все, здесь больше сделок не было. Вчера в Европу все это один лосс. Потом у меня были, скажем так, дикие желания. Вот бывает, ты получил лосс, и тебе кажется, ну вот здесь сейчас продам, и пойдет в мою сторону. Там, ну, то есть ты хочешь как-то свою идею все равно дальше толкаешь. Вот удивительно, ты получаешь убыток и дальше свою идею пытаешься толкать. Не признаешь свою, что ты ошибся здесь, ты даже об этом в какой-то момент такой затуманен, как будто тебе ширмы вот так закрыли, и все, и ты по-другому вообще стал видеть и мыслить. Это очень интересно, потому что твои все убыточные дни приходят из определенного состояния психики, в первую очередь, потому что из разных состояний психики грустный ты, веселый ты, сосредоточенный, несосредоточенный, разные действия, разные эмоции ты ощущаешь. Абсолютно. Это очень важно понимать. И есть одно состояние, вот, например, поймай себя на состоянии, когда ты делаешь деньги. Какое это состояние? Попробуй это описать. Понятно, что там должны быть правила, но именно ты, вот, когда ты делаешь деньги. То есть есть определенное только состояние в психике, в котором мы можем зарабатывать деньги. Мгм. Понятно, что это всегда сфокусированное состояние, это спокойное, это рассудительное. То есть ты не чувствуешь какой-то внутренней вот этой вот бывает бултыхания какого-то по поводу того, что «О, сейчас пойдет там много». То есть ты спокойно принимаешь решение. Нет мандража, нет каких-то вот замки ты себе не строишь, что сейчас там пойдет и большой куш поймаешь. Вот когда такое происходит, это говорит о том, что ты предвзят, ты уже в другой слой перешел, скажем так, да, на убыточную сторону. Очень важно. В общем, идем дальше. Я заканчиваю психологическую часть, и мы идем к технической части больше, потому что сейчас я вам дам еще некоторые нюансы, поделюсь с вами некоторыми нюансами из моих уже прибыльных сделок. Это был лосс в Европу. Америка началась вчера достаточно слабо. Я уже готовился, думал, ну все, наверное, буду заканчивать. Но потом Dow Jones, бабац, от 40 тысяч. Я сейчас вам покажу, что здесь произошло по моей системе. Потом биткоин, ну биткоин ожидаемо было, я караулил, когда же он выстрелит, потом моя система дала четкий сигнал, и я залетаю. Тоже сейчас разберем. Итак, Dow Jones. Здесь начинается торговая сессия, рынок топчется, ничего такого особенного не происходит. И вот здесь я замечаю один момент, что мой смарт-осциллятор, кто не знает, я, кстати, очень много тренингов обновил в личном кабинете. Если вы подключились недавно, то посмотрите, там прям с доской очень подробные тренинги. Я 2-часовой ролик сделал, который разбил на части, там все поэтапно, все пошагово. Вы поймете вообще, как используют вот эти мощные алгоритмы для того, чтобы извлекать прибыль. Вот я сейчас вам один из паттернов этого индикатора покажу. Вот смотрите, здесь мы видим осциллятор, вот эта гистограмма, да, называется смарт-осциллятор. Она строится с 5-минутного графика, в то время как я нахожусь на минутном. Вот я на М1 торгую, а она строится с М5. Может быть другая связка. Например, вы не торгуете на минутке, а торгуете на 5 минут, просто меняете внутри настройку. Например, ставите здесь не 5 минут, 15 минут. Или любой другой таймфрейм, и она вам построит состояние рынка, тренд покажет, силу тренда, амплитуду, волатильность. В общем, все это вы увидите на гистограмме. Это очень удобно. Таким образом, вот здесь осциллятор мой по индексу Dow Jones взбесился и показывает плюс 100 вот туда в потолок. Когда такое происходит, это говорит о том, что рынок очень сильно на моем старшем графике, в данном случае на М5, растянулся.
То есть очень резко побежал наверх. Я смотрю на этот график и вижу, что рынок по факту остался в той же консолидации, то есть он протестировал абсолютный максимум, да. Это вообще по Dow Jones самые верха, которые были, да, самые экстремальные высокие значения. Всея США. Вот. И я понимаю, что здесь хороший шанс продать и жду паттерн. Паттерна нет. И дальше продолжаем наблюдать. И вот здесь мы видим с вами один из очень таких интересных случаев, когда осциллятор просто тает на глазах. Здесь он еще взлетел и тут же, кстати, поплыл вниз, поплыл вниз, поплыл вниз, поплыл вниз. А при этом от цены никакой реакции нет. То есть цена на месте стоит, как будто ни в чем не бывало, но осциллятор резко побежал вниз. Просто в моменте. Это для меня намек на то, что здесь что-то не то. То есть, используя вот это экстремальное значение осциллятора, я могу находить очень точные точки разворота. Угу. Так вот, я понимаю, что здесь sell, зона sell, я караулю. И затем, уже под самый занавес своей торговли, я заметил вот это подтверждение. Здесь появился паттерн, запишите, называется бар силы. И здесь роль этого паттерна очищающий бар силы. Что значит очищающий? Посмотрите на его ценность, которую он несет. Этот бар, во-первых, что такое бар силы, если вы не знакомы, это самый длинный бар, нисходящий либо восходящий, в данном случае нисходящий, который закрылся на своем минимуме, то есть у него отсутствует верхняя практически и нижняя тень. И по длине мы видим ни одной свечи подобной нет. Более того, очищающая эта свеча, почему? Потому что она пробила поддержку. Посмотрите здесь. Раз, два, три. Пробили. Плюс пробили мою зону динамичных уровней поддержки. Это точки волатильности белые, потому что над вот этой большой гигантской свечой появилась черная точка. То есть пробили белые, поменялись местами. Это все в моменте говорит о том, что на рынке произошел дисбаланс. Продавцы захватили инициативу. То есть я знаю, что вот здесь момент разворота, но я ищу более точный вход для атаки, потому что для меня, как для интрадейщика, точный вход это все. Да, если я там где-то мимо, то мне неинтересно пережидать, как зашел здесь, не поставил стоп, например, как некоторые, и сидят и ждут, ну, сейчас он, может, развернется. Но это не мой подход. Мне надо войти точно. Я здесь захожу в рынок, я понимаю, что если этот бар начнут замечать, эту свечу, то есть цена пойдет вниз дальше, то у меня шансы заработать очень большие. Более того, я могу здесь смело ставить стоп за вот этой свечой. То есть изначально он был повыше, да? И затем, когда цена стала опускаться, я стоп подвинул сюда. И затем произошло еще одно явление, которое вам знакомо. То есть помните, да, что все говнистые сделки, они обычно смотришь на них, ты понимаешь, что здесь не то, это не совпало, это не подошло, это не то. А все хорошие сделки, они просто вот как будто первое, второе, третье. И деньги тебе буквально лежат на столе. Угу. Вот это очень интересный момент. И вот открытость трейдера, непредвзятость трейдера – это путь к к выявлению таких возможностей на рынке. Потому что если ты заморочен какими-то своими мыслями, должно быть, так произойдет, и не следишь за правилами, за тем, как твоя система тебя сопровождает, и неплохо знаешь свою систему, то шансов нет никаких. А я знаю, что когда мой осциллятор на экстремальном значении, это в первую очередь может быть сигналом к дисбалансу. Да, если зеленая гистограмма поднялась наверх, разворот вниз. Ну, ровным счетом наоборот, потому что до этого здесь был buy-сигнал, на самом деле. Вот тут идеальная покупка, но мой глаз этого как-то мимо меня прошло. Ну ладно, не проблема. В общем, здесь захожу в sell. Вот вы видите, здесь отмечен вход в рынок. Чуть позже был переведен стоп без убыток. Вот он здесь. И потом появляется еще один момент, который просто работает вообще на ура. Я вижу здесь стрелку на покупку. Да, вот эти стрелки. Вы знаете, что если у меня TC Buy на графике, то я в основном, когда торгую по тренду или на ускорение тренда, я использую TC Buy наоборот. То есть, если появляется стрелка на покупку, ее не видит рынок, цена идет дальше вниз. Это говорит о том, что продавцы очень сильные. И, скорее всего, мы увидим еще более серьезное падение. Это очень важный индикатор для меня, который показывает баланс. Потому что мы все деньги делаем на рынке из условий дисбаланса. Никогда все вот балансирует ровненько, аккуратненько. Нет, это херня. А когда
есть перевес. Или мы ловим саму точку вот этого дисбаланса, вот как вчера по DAO я поймал, либо мы ловим уже в процессе, вот там дальше пошли сигналы на sell. Так вот, здесь мы видим очень много стрелок на покупку, и, посмотрите, в моменте просто рынок как будто вот так, просто вот так катком проходит. Все, это первый сигнал к тому, что пиши пропало, будет ускорение. Если здесь это еще не так очевидно, то вот здесь это все более очевидно, и здесь даже можно увеличивать позицию. Но я поступил иначе, я не стал наращивать, я просто поставил более широкий take-profit, который у меня в итоге здесь закрылся, и суммарно 200 пунктов получилось здесь забрать. Это очень много для такого небольшого промежутка времени и для индекса Dow Jones. Затем был шанс продать здесь на коррекции. Вы знаете, это мой классический трейд, да, когда осциллятор красный уже становится. Видите, здесь он был еще зеленый, здесь уже красный, уже ниже 50. Все, там медведи перехватили инициативу. То есть здесь самая ранняя точка продаж по системе. Здесь на коррекции продаж. Здесь тоже можно добавить. Но еще раз, мой план был поставить take profit возле минимума предыдущего дня. Есть цена, придет туда, заработаю. Нет, ну и окей. Все, вот такой был расчет, потому что вот эта конструкция, которая появилась на абсолютных максимумах Dow Jones, плюс еще сопровождается экстремальным значением, плюс вот эта бар силы. То есть получается, что мы объединяем несколько закономерностей, связанных с индикаторами, и закономерность, связанную с самым паттерном. В итоге получаем отличный вход в рынок. И это работает практически всегда и очень хорошо. Потом мы видим, Dow Jones обвалился, это уже вечер был. Осциллятор уже ушел ниже, и опять разворот. То есть мы видим, как осциллятор вот эти волны здорово ловит и помогает нам точно определять момент фиксации прибыли, момент разворота. И это все дает большое преимущество трейдеру. В общем, Dow Jones отличнейший трейд. И идем мы к криптовалюте. Биткоин. Там я вообще должен сказать, что я на самом деле вот в последнее время торгую достаточно большими объемами, особенно по крипте. Потому что крипта, биткоин в частности, для меня выглядит очень очевидным. Еще вот, помните, мы предыдущие ролики тоже разбирали в предыдущих роликах. Потому что вот начиная вот с этих еще моментов, когда вот эта свеча большая появилась, потом вот эта большая свеча появилась, я преимущественно покупал крипту. Да, потому что это самые длинные свечи, бычьи были на дневном графике, плюс внутри дня были очень четкие индикаторы на покупку. И вот вчерашний бай, давайте его тоже разберем. Здесь был очень точный вход в рынок. И, кстати, этот вход был на радаре, на моем тренд-сканере. Я даже сейчас вам покажу скрин. Сейчас, секундочку, я найду вчерашний. Вот вчерашний скриншот. Биткоин. Я начал покупать еще от 67.60. Вот здесь мой сигнал на покупку появился вот в этой точке. Вот на этом баре. Пришла информация, покупаем крипту. Смарт-осциллятор, столбик зеленого цвета поднимается. Мы видим, как он поднимается так по экспоненте. Так, это говорит о том, что покупатели давят. То есть вот в этой точке собрались все лучшие критерии на buy. Какие именно? Смарт-осциллятор выше 50, да. Появилась стрелка на sell, да. Пробили максимум стрелки, да. Пробили слева 30-минутный уровень, да. На обучении я рассказываю, что в системе автоматически используется правило 3 экранов. Правило 3 экранов – это когда роботы смотрят на рабочий график, это минутный, М1. Робот одновременно смотрит на 5-минутный и одновременно смотрит на 30-минутный. И когда там критерии системы совпадают в определенной последовательности, он в таблице, вот у нас таблица сканера, да, 1, 2, 3, извините за такое художество, Т-сканер, да, он сюда пишет, например, биткоин или евро и так далее. Угу. То есть, когда критерии совпадают. И вот здесь критерии по биткоину совпадали, и так как я уже знаю, что биткоин достаточно сильный, и по биткоину в целом контекст бычий, плюс здесь цена около максимума предыдущего дня, даже, возможно, это был на тот момент уже выше, да, я нажимаю buy, видите, сделка открывается чуть даже выше, потому что спред, да, широкий, но для крипты нормальный в целом, не очень широкий. И вспоминаем правила торговли. Да, если по системе есть первый вход вот здесь сразу, то есть как только все условия совпали, ты сразу входишь на бай. Только появился сигнал на радаре, ты сразу открываешь сделку. Это первый вариант. Второй вариант для более консервативной торговли. Ты ждешь коррекцию к белым точкам волатильности вот здесь.
и открываешь buy. Смарт-осциллятор в это время 50 и выше. Это примерно будет 70%, даже может быть больше прибыльных сделок. Вот как выглядят идеальные сделки, в отличие от евро-иены, да, которые мы видели в начале. Понятно, да? Buy здесь. Потом рынок идет наверх, снова приходит информация с моих радаров. Аркадий, биткоин опять покупаем. Опять коррекция, buy. То есть мы можем увеличивать объем, увеличивать, но по биткоину у меня был такой же план. Открыть сделку, поставить отдаленный тейк, полетит. Такое предположение было, исходя из всех моих сигналов моей системы. Я здесь заработал 2000 баксов от 67,60 до, сейчас мы увидим там take profit, до 69,50, где-то так. Была фиксация профитов. Вот здесь мы видим, да, вот он мой тейк. Я оставил, и все, дойдет до тейка, хорошо, нет. Пусть что хочет, то и делает. Но на самом деле шансы были очень большие, иначе я бы так не сделал, если предполагал, что, скорее всего, будет небольшое движение, и все, стоп. Я думал, что крипта начнет набирать силу, да, потому что когда мой осциллятор вот так себя ведет, это свидетельство очень сильного давления быков. И давление быков не только с моего рабочего, с минутного графика, а с 5-минутного, с 30-минутного. То есть вот в чем преимущество робота-советника TrendScanner, что он объединяет разную информацию с разных таймфреймов, собирает точнее. И когда она в определенной точке все-таки сходится, эта информация, на определенном символе, он этот символ оттуда из обзора рынка берет и показывает, что смотри на биткоин сейчас. Ты сам этот момент можешь не увидеть, сам этот момент не успеть посчитать, сравнить или там все таймфреймы перебрать, объективно это сделать, а робот это может. И в моменте выдает, смотрим на крипту, смотрим на биткоин. Угу. Соответственно, здесь buy, потом еще сигнал на buy, но это уже поздно было к вечеру. Потом мы видим еще коррекции и так далее. Крипта росла аж до упора, сейчас только немножко рынок взял паузу. То есть, что мы можем заключить здесь? Что все большие тренды приходят из одной простой закономерности. Давайте это запишем. Я прям могу даже настолько точно записать, что по-другому это просто не происходит. М1. Что здесь на М1 я вижу? Давайте, если покупка. Это подойдет моим студентам в первую очередь, потому что сейчас мы уже будем по системе говорить. Кто уже посмотрел и понял, что ему хватит, окей. Кто хочет дальше пойти, то слушаем меня дальше, что я буду рассказывать. Потому что вот эта формула, формула торговли, которая строится на основе «если то», она является спасательным кругом для трейдера. Потому что если ты не основываешь свои решения на вот этой модели, то у тебя нет никаких шансов. То есть если я вижу, то я делаю. Вижу, придаю значение, делаю. Формула, которой я обучаю очень много лет. Вижу, придаю значение, делаю. Вижу, придаю значение, делаю. Что я вижу, что это значит, что я буду делать. Понимаете? Это критически важно. Но если мы не видим информацию, то мы будем ее брать из нашего ощущения. Мы чувствуем себя хорошо, мы чувствуем себя плохо. Мы сомневаемся, боимся, или мы наоборот уверены. Это все постоянно и изменчиво, и не может быть прибыльно. Но что может быть прибыльно, это когда каждый раз на любом графике мы видим одни и те же закономерности, которые мы можем измерить. Мы можем прикоснуться буквально к ним, и каждому трейдеру, каждому человеку, кому бы мы это ни показали, скажет: да, это здесь есть. Мы эту формулу сейчас запишем, очень важно. Формула робота-советника TrendScanner. Формула РС робота-советника TrendScanner. TrendScanner. Более того, если сигналов нет прямо сейчас, вот смотрим в обзоре рынка, вообще никого нет в TrendScanner, значит, торговать нечего, там нет трендов. Угу. TrendScanner. Итак, первое. На минутном графике. Что робот ищет? Он смотрит, если buy, да, давайте здесь допишем, что покупка. Это формула на покупку, понятно, наоборот будет продажа. Так, покупка. Получается М1. Первый таймфрейм, он смотрит М1. Минутный график. На минутном графике он смотрит TC Sell плюс пробой TC. Sell.
То есть на минутке нужно давление покупателей. Вопрос, как выглядит давление покупателя на минутном графике. Что объединяет все тренды вверх на минутном графике, когда давят покупатели? Всегда будет пробой TCL. Да или нет? 100% да. Есть. Вы можете взять вот это за основу и свои какие-то критерии подставить. Не обязательно мои. Просто это то, что я даю, оно уже годами проверено. Но вы можете провести собственное исследование, потратить месяцы. Возможно, это потребует еще больше времени, чтобы, скажем так, свои закономерности выявить, отточить, протестировать, чтобы их использовать, потому что все это мы используем очень долго. Да. Очень долго. Итак, M5 мы смотрим точнее, робот смотрит на 5-минутку на SmartOS. SmartOS. Чтобы SmartOS был в момент, когда мы покупаем, выше 50. Да? SmartOS выше 50. Это в идеале. Понятно, допускается несколько делений, там плюс-минус 45, может быть, нет, не критично. SmartOS выше 50. SmartOS выше 50. Угу. Минутка у нас рабочий график, 5-минутка старший и 30-минутка, которую робот смотрит. Это не критичное условие, но оно очень хорошо отфильтровывает. М30 пробой сопротивления. И все это на одном графике. Вы даже не используя тренд-сканер, используя просто систему Cluster Trader, можете это видеть. Да. Пробой уровня сопротивления. Это красные прямоугольники уровня сопротивления. Сам 30. То есть вам не надо скакать на 30-минутный график, прыгать, чтобы эту ситуацию увидеть. То есть вот на минутке, даже не используя сканер трендов, я могу это, скажем так, по полкам расставить. Но дело в том, что я могу это сделать на 2-3 символах сам. Если я одновременно буду пытаться на всех рынках, акциях или валютах, криптовалютах это сам искать, это будет неэффективно. Поэтому робот это может делать и не уставая. Да, и мы исключаем человеческий фактор. Так вот TCL здесь, на минутке. Видим здесь? Да. Видите? Да. Пробили вот на этой свече TCL, да или нет? Да. Это подходит под первое условие? Да. Дальше. На M5 смарт-осциллятор в момент пробоя выше 50? Да или нет? Очевидно, на момент пробоя он составляет 80. Более того, практически все это время с момента TC до пробоя он около 50 и выше. Это очень важно, кстати, еще. Но сам факт. Выше или нет? Да. То есть мы имеем с минутки давление быков, с 5-минутки давление быков, на 30-минутке наводим мышкой, видим RES M30. Сопротивление с M30 пробили 30-минутный уровень, то есть свеча выше, да. В момент вот этого условия свеча выше, да. Если у меня вот здесь, вот что еще важно, почему трейдеры, даже имея торговую систему, стратегию, умудряются постоянно сливать деньги. Потому что она все равно может какую-то подразумевать вилку. Ну, можно так, а можно так, можно сюда повернуть, можно туда повернуть, можно туда посмотреть, можно так сделать. То есть они опять трейдеры открывают пространство для самовольной интерпретации различных, да, условий. То есть, как ты сейчас ощущаешь, так ты и можешь себе интерпретировать. А здесь ты не можешь по-другому интерпретировать. Либо да, либо нет. Вот основа системы торговли. Вот залог прибыльный. Вы можете поменять свои условия, подставить. Еще раз взять формулу 3 экранов. Да, точнее, даже не 3 экранов, формулу последовательной торговли, которая основана на «я вижу, придаю значение, делаю». Да, и все это скреплено, если то, если есть первое условие, второе условие, третье условие, то я принимаю решение, но при этом подставить свои критерии. И желательно потом это автоматизировать, если вы интрадей-трейдер, чтобы в моменте прямо сейчас понять, какой рынок, какую акцию, валюту торговать, потому что когда я смотрю на свой сканер, я понимаю, что сейчас по тренду самое актуальное. Еще один вам дам момент. Вот эта формула, это самая прибыльная формула по тренду, и к ней мы можем применять определенные фильтры. Например, мы можем требовать, чтобы в момент совершения покупки или в момент этой всей конструкции цена была, например, выше максимума предыдущего дня.
мы можем требовать какие-то другие критерии. То есть, понятное дело, что любой фильтр, который здесь может быть, он может как отсеять прибыльную сделку, так и наоборот отсеять убыточные сделки. То есть это тоже важно понимать. То есть любой фильтр, не нужно с ним перебарщивать с фильтрацией, потому что фильтр на фильтр, фильтр, тогда вообще ничего не останется. Угу. То есть вот формула последовательности. Я в новых видео, в личном кабинете, если вы подключены, я записал новые тренинги, 2-часовые, разбил на несколько частей. Мы там разбираем основу торговли по тренду, мы там разбираем основу торговли на разворот, мы там разбираем риск money management, мы там разбираем портфель, то есть что лучше торговать, в какую сессию, в какое время торговать. То есть это полный апгрейд, чтобы даже новенький трейдер, который вот только с нуля поднимается, уже мог это использовать. И есть 2 уровня работы по системе. Первый – это базовый уровень, когда трейдер берет эти правила, берет 2-3 инструмента, ну, например, там евро, биткоин, я не знаю, там золото, нефть, может быть. Один из портфелей создает, который включает 2-3 инструмента, и на них эти комбинации торгует. Это неплохо, но для начала может быть более чем достаточно. Потом уже на втором этапе лучше переходить на, или сразу, это зависит от вашего опыта, переходить на тренд-сканер, когда робот сам будет находить возможности и показывать вам. Таким образом, вы устраните предвзятый и эмоциональный, скажем так, подход, потому что обычно, когда мы сами смотрим на рынок, нам свойственно что-нибудь за уши притянуть. Такое бывает и бывает нередко. Понятно, да? Теперь давайте кое-что еще сделаем сейчас. Мы с вами посмотрим на рынок акций РФ. Я вам тоже сейчас загружу, покажу. Сегодня я не торгую на рынке акций. Но посмотрим то же самое там. Это был Форекс, такой гибрид, да, и рынок Форекс, и рынок валют, точнее рынок криптовалют, золото, нефть, все вместе. А здесь у нас идет исключительно рынок акций РФ. Что с рынком РФ случилось? Я правда не в курсе, я сегодня даже не открывал Мосбиржу, но я вижу все в красной зоне, охренеть. Первый раз такое, кстати, вижу за очень долгое время, чтобы все было одного цвета. Просто рухнула Мосбиржа. Самый слабый рынок. Ну, в принципе, все примерно по 1,5-2% как минимум теряют. Может быть, было больше в начале дня. Да. Очень много. Вот, кстати, сегодня я даже потерялся немного. Очень много красных акций. Я покупаю только акции, поэтому мне не интересно. Но у нас же есть другой алгоритм. Да? Хоть я сегодня не планировал вам про него говорить. Это смарт-сканер. Он ищет развороты. А там все зеленое будет. То есть он подхватит вот эти падения и даст вам точный вход на бай. Так, а где мой смарт-сканер? Это неожиданно немного для меня. Я говорю, такое редко вижу, чтобы так было много красноты на Мосбирже. Сейчас я все вам покажу, не спешите, пожалуйста. С панель тоже графикой сделаю. То есть рынок не имеет значения. Это может быть терминал MetaTrader 4, MetaTrader 5. В принципе, даже если вы интрадей не торгуете, вам это тоже может быть полезно, потому что я могу переключиться на часовик и посмотреть, какие акции на часовике торговать в моменте. Так, сейчас трейдеры. Я хочу увеличить количество строк, чтобы больше увидеть, и перейти на М5, потому что тренд-сканер с минутки работает, а смарт с 5 минутки. Смарт-сканер ищет развороты, тренд-сканер ищет тренды. Все довольно-таки просто. Ну вот, мы видим, что сегодня. Ну, кстати, не так много на sell. Ой, не так много на buy. Вот что сегодня можно покупать с утра. Ну, вот эти мы акции пропустим, неинтересно. Самолет в 10.30 buy. Аэрофлот в 10.35. Ну, давайте глянем. Самолет, Аэрофлот. Посмотрим. Сейчас я вам скажу, как это сделать. Смотрите. Мы идем вот сюда. Здесь пропишем наш шаблон. ProTrader. Или любой другой, в принципе, вы можете... Я вам даю свой шаблон, но вы можете название другое написать. Для чего это нужно? Чтобы робот открыл готовый график с системой. Да, со всеми правилами. Сейчас подгрузится. Посмотрим.
Отлично. Так, самолет, да, я говорил? Нажимаем самолет, и сейчас в моменте мы увидим загрузку экрана со всеми критериями торговой системы, с правилами. Сейчас будет тик, потому что, видите, пока рынок стоит, тиков нет. Ага, переходим на минутку теперь, после того, как у нас открылся график. И вот мы видим, что сегодня, это кто? Самолет, да? 10.30 buy. 10.30 покупка самолета. Вот в этой области. Здесь еще мы видим, кстати, паттерн дно. Да, вот, например, ситуация. Отлично сыграть на резкий отскок. Да, внутридневной такой скальп, даже больше. Аэрофлот, например, 10.35. 10.35, 10.35. То, что рынок отскочил, да, после того, как осциллятор упал. Вот Озон только что была покупка, прямо 5 минут назад. Давайте посвежее посмотрим. То есть нас интересует, когда появляется сигнал на разворот на смарт-сканере, чтобы был уровень поддержки. Да, ну, есть сигналы, да? Сигналы есть, но я бы не сказал, что они прям все идеальные. Скорее, сегодня на Мосбирже-то особо делать нечего. Да, потому что все в красной зоне, вот все, что у меня здесь есть, все вниз идет. Все в красной зоне, в общем, очень хорошее было решение, чуйка, да, что сегодня не надо торговать. В общем, если вы хотите подключиться к роботам-советникам, к торговой системе, потому что это не просто сигнал, что вот покупай, а это полноценная торговая система, сделанная в форме робота. Да, когда не ты ищешь сигнал или сверяешь критерии, а это делает алгоритм. Это такой новый уровень работы, новый уровень взаимодействия, который позволяет уйти от эмоций, от предвзятости, от собственной какой-то интерпретации ситуации на рынке и действовать последовательно, дисциплинированно и прибыльно. Ссылки все под этим видео. Подключайтесь и увидимся с вами уже на онлайн-торговле в личном кабинете на обучении. Все, пока.